Всем привет! Сегодня у нас необычная постройка. Она вообще была не запланированная, неожиданная, и она получилась такая очень странная, необычная для моего канала, но она почему-то стала моей самой любимой. Я не знаю, что со мной произошло, но в общем, это лагерь выживших. Я тут наконец-то добралась до нового дополнения «Звездных войн». И потом, в общем, я зашла в отладки посмотреть, что новенького нам принесли «Звездные войны», и утонула там, честно. Я что-то давно там не копалась так основательно, и уже подзабыла вообще, что там есть. И, в общем, 1, 2, 5, 10, потом я нашла заброшенную оранжерею, я потом ее добавлю, собственно говоря, с нее все началось. И большой кусок стены, такой полуразрушенный, она тоже там в самом конце появится, правда, я сам процесс не записала поиска этой куска стены, потому что я так долго его искала, что в итоге я не записала этот момент, но, знаете, он из отладки. Тут, в принципе, практически, не практически, все окружение — это отладки, исключительно все из отладок, и, это был смысл в том, чтобы это делать, вот я захотела так странненько все оформить. Так вот, здесь, конечно же, много дополнения нового, кое-что из старого, и, в общем, у меня не было вообще никакого плана. Вот видите, я даже рассказать нормально не могу, потому что у меня не было плана. Я просто увидела одно, второе, и потом поняла, что вот я хочу что-то наподобие этого, какой-то лагерь заброшенный или не заброшенный, или совсем заброшенный, или жилой. В общем, я не понимала вообще, чего я хочу. В итоге я строила просто так, вот как внешне, мне показалось нормально будет, потом напихала всего из отладок и влюбилась просто в эту постройку, потому что, не знаю, она какая-то такая крутая получилась, потому что очень ляпистая. Тут прям очень много всего друг на друге натыкано, в общем. Я понимаю, что как-то немножко странно, не знаю, мне кажется, эта постройка нравится только мне. Мне кажется, просто никому не понравится, потому что она какая-то очень странная. Не знаю, но мне прям захотелось туда. И на самом деле, если бы вот вдалеке не были видны домики, то есть я постоянно так разворачивала камеру, чтобы их не было видно, то прям кажется, что это реально что-то такое страшное и заброшенное. Так вот, вся история этого места, она сложилась после того, как я его построила, она состоит в том, что весь мир куда-то исчез, пропал, и, в общем, осталось несколько человек выживших, потом, я поняла, что было сначала 3 выживших, потом их стало больше, но, кстати, 3 выживших, у них самые крутые комнаты, на самом верху будут самые такие мажорненькие, у остальных будет попроще на первом этаже. Ну, в общем, есть какие-то выжившие, они, в общем, кучкуются. Они вот обосновались здесь, потому что я соединила здесь все на свете, получается. То есть я оградила все это такой стеной от замка, скорее всего, это был замок. Тут какие-то и античные развалины, тут и железнодорожное депо, тут и рельсы, здесь и самолетик, но это их личный самолетик, на котором они ездят, здесь и маяк, здесь и заброшенная старая, как называют, оранжерея. В общем, все вместе. Все, что... Каждая цивилизация, которая здесь была на этом клочке, она оставила какой-то след. И, в общем, эти выжившие нашли это место, решили обосноваться, и они построили так, чтобы их не было видно на всякий случай. Огородились со всех сторон максимально, чтобы к ним там никто не смог пробраться. Хотя я не знаю, кто к ним может пробраться. В общем, как-то так вот они живут. И у меня такая подвешенная, получается, не теплица, а что-то типа того. Не знаю, может быть, это можно обосновать тем, что внизу очень холодно и нужно как-то выращивать продукты, потому что магазинов нет, супермаркетов нет, а как-то нужно выживать. Спасибо экожизни, теперь мы можем выращивать мясо, поэтому они питаются и мясом, и фруктами, и овощами, которые они вырастили.
Вот. И, в принципе, здесь можно жить достаточно многим людям. То есть на первом этаже потом я расположу достаточно много жилых комнат, всякие там душевые, туалеты и так далее. Еще мне очень нравятся вот эти пастерушечки на улице. Ну, потому что все мы люди, все мы человеки, и как бы мы тоже пачкаемся, поэтому нужно поддерживать гигиену. А еще, кстати, я потом найду шикарные ворота. По-моему, они из Экожизни. Это какая, ну, из каких-то, ну, из города, скорее всего, но вот эти ворота, я просто в них влюбилась. Они такие классные. Не знаю, какие-то такие атмосферные. В принципе, все, что я понаходила, я находила все самое-самое атмосферное. И вот туда поселяла к своим выжившим, старалась максимально всего подобавлять, что только можно и нельзя. В общем, я здесь оторвалась по полной программе, как мне кажется, и вот эта тема с выжившими. Кстати, никогда не любила такую тематику у фильмов, ну, типа апокалипсис или всякое такое, мне всегда как-то это было грустно, но что-то именно эта постройка меня прям... А что будет, если все внезапно пропадут и придется заново все строить, все сажать и так далее. Все какой-то такой интересные мысли у меня посещают, странные, как мне кажется, в этой постройке. Но, в общем, вы поняли, я в нее влюбилась, я бы осталась здесь жить. Надеюсь, вам тоже очень понравится. Не буду много говорить, потому что, ну, будет видно вообще, что здесь происходит, потому что большую часть времени я украшала здесь все, как бы вокруг дополняла, декорировала и так далее. Внутри я тоже долго мучилась, потому что у меня не было общего плана изначально. И, в общем, я так потихоньку, комнатка за комнаткой придумывала, а для чего эта комната, для чего эта комната. И в итоге у меня там и наблюдательный пункт есть, и есть спальни, есть, вот, как я сказала, душевые, там туалет, есть общая кухня, общая гостиная. Кстати, телека у них ни одного нету. Ну, а что могут по телеку показывать, если вы единственные на этой земле? Никаких передач там точно не показывают. Вот. В общем, есть компьютеры у них типа есть совещательная, у них есть комната, где они там производят что-то, ну, типа переработка мусора, еще что-то такое. Есть спортзал, потому что когда территория ограничена, вы никогда не можете выйти, надо как-то энергию куда-то девать, и чтобы не превратиться в диванных червей, они все-таки занимаются, мои выжившие физической нагрузкой какой-то все-таки они, да. Вот. Все. Приятного просмотра. Надеюсь, мое вступление вас не напугало. И первое, и второе. Все, подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра. Пока-пока.